Всем привет! Сегодня у нас будет рубрика, которой уже не было очень давно. Это повторение вкусняшек из фильмов, мультфильмов и сериалов. И первый мультик на сегодня — это «Гадкий я». Во второй части миньоны делали желе из разных фруктов. Но по всей видимости на вкус оно было так себе. Давайте его повторим, но сделаем вкусным. Для этого мы взяли клюкву, голубику, красные яблоки, 1 апельсин, бананы, ананас и виноград. Чтобы удобно было выдавливать из всех этих фруктов и ягод сок, нарежем их на части. Сначала яблоки. Апельсин. Надрезаем его внешний слой накрест. И очищаем. С ананаса срезаем листья. И кожуру. Мякоть нарезаем на 6 частей. Берем всего 1 банан и очищаем его. Все уже готово, отправляемся к соковыжималке. Подставляем стакан для сока. Включаем. И первыми в соковыжималку пойдут яблоки. Теперь апельсин. Ананас. С него получилось довольно много сока. Виноград бросаем прямо целой гроздью. И проталкиваем. Также забрасываем банан. Но все улетело в лоток для отходов. Поэтому сок из банана добыть не получилось. Голубика. Сок с нее такого насыщенного бордового цвета. И наконец-то клюква. Она придаст кислоты нашему соку. Цвет у сока получился прямо как в мультике, розовый. Снимаем заглушку и переливаем весь сок в сотейник. А сейчас нужен агар-агар. Открываем его. И весь пакетик высыпаем в сок. Венчиком перемешиваем. Открываем сахарницу и добавляем 2 чайных ложки сахара. Все, ставим на плиту. И 2 минуты кипятим, постоянно помешивая. Берем банку и переливаем в нее наш сладкий сок с агар-агаром. Закрываем и на 5 часов в холодильник. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Желе застыло. На вкус оно просто офигенное. В меру сладкое и кислое, а самое главное натуральное. Как вы уже заметили, мы снимаем в новой студии. В нее мы купили новые ножи. Вот такие красивые лампы на задний фон. Наборы всяких разных лопаток. Подставку для специй. Сковородки, которые идеально подходят под стиль кухни. Ну и перечница. И все это мы купили на AliExpress во время прошлой распродажи. Получилось очень хорошо сэкономить. Кстати, скоро грядет новая большая распродажа, которая будет с 11 до 15 января. Чтобы купить все, что нужно, и сэкономить еще сильнее, советую использовать кэшбэк от Letyshops, который с 11 по 13 число увеличивает кэшбэк в 3 раза. И он будет целых 15%. Но количество активаций такого кэшбэка ограничено. А у вас будет пару часов для совершения покупок. Поэтому быстренько переходите по ссылке в описании и используйте кэшбэк от Letyshops. Следующий мультик — это Симпсоны. В Красти Бургере Гомер попробовал лимитированный рибвич. Это сэндвич со свиными ребрышками. Давайте же его приготовим. Конечно же, нам нужны свиные ребрышки. С помощью ножа надрезаем на них пленку. И срываем ее. А теперь сделаем специальный соус. И первое, что туда пойдет, это дымный табаско. Открываем его и добавляем в пиалу. Дальше открываем кетчуп. И выдавливаем туда же. Его нужно побольше. Американская горчица. Выдавливаем большую часть пачки. Одно из самых важных здесь жидкий дым. Вливаем его. Раздавливаем чеснок.
И легко очищаем пару зубчиков. Отправляем в чеснокодавку и выдавливаем его. Перемешиваем все ингредиенты, пока не получится вот такой однородный соус. Он и острый, и чесночный, и томатный, и с запахом дымка. Ребрышки перекладываем на решетку и хорошенько смазываем этим соусом. Переворачиваем. И с этой стороны повторяем все то же самое. Более мясной край хорошо перчим. Солим. Ну и посыпаем копченой паприкой. Берем бутылку пива. Открываем ее. И почти всю бутылку выливаем на противень под решеткой. Сверху накрываем фольгой, чтобы ребра как бы томились в пивном пару. Отправляем их в духовку. И прямо под них противень с пивом. Оставляем на 3 часа при 170 градусах. Итак, давайте посмотрим, что у нас там под фольгой. Ребра уже готовы. Но я еще раз смажу их соусом. И отправлю в духовку, но уже без фольги. Все, сочнейшие свиные ребра готовы. Прямо руками достаем косточки. А само мясо нарезаем ножом. Основная начинка готова. Теперь нужно почистить луковицу и нарезать ее полукольцами. А также нужны бочковые огурчики. Нарезаем их шайбами. Берем мягкую булочку для хот-догов, раскрываем ее, смазываем нашим насыщенным соусом с ароматом дымка, полукольца лука, дальше кусочки соленого огурца, ну и самое главное — мясо. Все, закрываем его, и рибвичи Симпсонов готов. Ну что, давайте попробуем. Это капец как вкусно. Такое ощущение, как будто я на секунду перенесся в лето и съел сэндвич с мясом, приготовленным на гриле. Понятно, почему Гомер постоянно покупал эти рибвичи. Но последний на сегодня мультик — это Рататуй. А именно суп, который исправил мышонок Рэмми. Итак, разрезаем лук-порей на 2 части вдоль и крошим его поперек. Берем куриное филе, отделяем малое филе и разрезаем все на полоски. А теперь поперек на более мелкие кусочки. Дальше бросаем 4 картофелины в раковину и под струей воды чистим их. Готово. Разрезаем картошку напополам. А теперь на небольшие кусочки, чтобы она быстрее сварилась. На плиту ставим сразу 2 сковородки. Берем нашу досточку с овощами и лук-порей пересыпаем в одну из сковородок, а курицу в другую. Подливаем масло и начинаем все это обжаривать. Куриное филе доводим до корочки, а лук до небольшой золотистости. Берем кастрюлю, открываем и бросаем в нее 3 кубика куриного бульона. Заливаем их 2 литрами кипятка. И перемешиваем, чтобы кубики растворились. В бульон сбрасываем картошку, кастрюлю на плиту и варим картошку, пока она не станет мягкой. Сбрасываем в кастрюлю обжаренный лук-порей. Погруженным блендером превращаем обычный суп в суп-пюре. Вливаем небольшую упаковку сливок, чтобы придать супу сливочный вкус. В мультике Рэмми добавлял еще и сыр, поэтому и мы на мелкой терке натрем небольшой кусочек сыра сулугуни. И отправляем все это в наш суп.
Теперь можно сбрасывать обжаренное куриное филе. Приправа для крем-супов. Немного перца. Лавровые листики. Сушеный базилик с томатами. И перемешиваем. Также нарезаем кусочками хлеб. И обжариваем, чтобы они стали сухариками. Ну и мелко нарезаем зеленый лук. Все, наполняем тарелку супом. Сверху посыпаем луком. И сухариками. Все, суп из мультика Рататуй готов. Давайте его попробуем. Он очень вкусный. И к тому же очень просто готовится. Но это еще не все. Дело в том, что прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, на канале моих родителей вышел кулинарный баттл со мной. Поэтому переходите по ссылке в описании, узнавайте, кто победил в баттле, я или родители, и пишите в комментариях, что вы от меня. А если на этом видео вы наберете 300 тысяч лайков и в комментариях напишите «Ванзай, возвращай рубрику с едой из фильмов», то я верну эту рубрику на канал. Всем пока!